Всем привет! Задавали вопрос о Техасе. Я решила все-таки выложить на YouTube видео. Обычно я выкладываю какие-то подобные видео у себя в Телеграме, то есть я там записываю аудио, по которым даю какие-то прогнозы, расшифровки того, что я вижу на тонком относительно той или иной ситуации. Особенно это касается все политики. То есть политика вся, я ее полностью рассказываю в Телеграме. Но я решила сделать небольшое исключение и рассказать все-таки о Техасе здесь на Ютубе, так как, наверное, многих интересует эта тема. Во-первых, хочу напомнить, что где-то год назад, может быть, я уже не помню точно, но я уже давала прогноз о том, что вскоре Америка будет трещать по швам. Я прям видела это, как вот эти штаты, то есть те нитки, которые их условно связывают, да, то есть которыми они пришиты к друг другу, они начинают швы вот эти вот трещать просто. И нет, я не видела развал Америки в том плане, чтобы она прям развалилась или что-то такое. Но я видела, что начнется внутри конфликт какой-то, то есть вот эти вот штаты начнут трещать по швам, это значит, что начнутся какие-то недовольства, начнут эти нитки разрываться, и как бы по большей степени я думаю, что это уже как такое некое несогласование с друг другом, то есть какие-то внутренние междоусобицы, какой-то внутренний конфликт, и не обязательно, что это будет гражданская прям война или что-то подобное. Скорее всего, это будут политические какие-то вот междоусобицы, что, в принципе, уже начинает отыгрываться, и да, я это видела, то, что сейчас происходит с Техасом, да, Флоридой и прочее, оно все было, ну, не знаю, может быть, предрешено сказать или как, но это все я видела еще в 22 году точно, где-то весной. Вот, я об этом упоминала и говорила. Сейчас мы уже начинаем видеть, как это все начинает сбываться, как это все начинает идти. Также я расскажу о том, что все это является частью одного, ну, условно, заговора, да, большого. И я про него тоже в Телеграме у себя рассказывала. Начало там где-то это Венесуэла последняя капля. Я рассказывала о Китае и о том, что Китай претендует на мировое лидерство, и он ничего не забыл. То есть я вижу Китай как огромного дракона, где каждый человек, который живет в этом Китае, он является как клеточкой тела этого дракона, и что дракон ничего не забыл, он все помнит, и он затаил очень огромную обиду на как раз-таки вот этот англосакский, да, сговор, условно, то есть это Британия, это США в первую очередь, потому что они это все помнят, для них ничего не забыто. И там это связано в первую очередь с императорской семьей. Когда я смотрела на Тонко, я видела, что золотого дракона свергли сначала, но он как бы затаил эту обиду, которую он выдержал через много-много лет, и он ждет подходящего момента, чтобы нанести нож в спину, то есть удар. И здесь получается, что Китай, он выжидает. Если кто не понял, золотой дракон, я сначала видела его на тонком, такая думаю, золотой дракон, странно, потом я узнала уже, что золотой дракон это оказывается символ императорской семьи Китая. И я узнала, что действительно, в отличие от наших Романовых или других династических семей, именно китайский император выжил, и он даже занимал какие-то руководящие чины в партии, потом его след затерялся, то есть он после того, как произошла вот эта революция, он, получается, продолжал жить, занимал какие-то высокие посты, и также его дети, я думаю, что, конечно же, они не стали там обычными крестьянами. И так или иначе, как я сейчас вижу, опять же, истинный император правит там. Вот, я имею в виду
истинный император из той династии, да, вот этого золотого дракона. Не значит, что это истинный правитель или что-то такое, не подумайте, а именно кто-то сидит во главе и ведет весь Китай, именно относящийся к династии монархов. И нет, я не вижу, чтобы это был Си Цзиньпинь или что Си Цзиньпинь является, я не знаю, родственником там того самого императора. Нет, то есть император в тени. А другое дело, что как я уже узнала недавно тоже, что действительно в Китае ничего не забылось, и в Китае до сих пор вот это вот столетие, или сколько там у них было, называется столетием унижения, и для них это все просто ужасно, они все знают, каждый китаец знает о том, что было вот это столетие унижения, где Запад просто грабил страну, где отравили людей опиумом и прочим. Но мы с вами немножко отошли от темы, это я вам, для тех, кто первый раз это слышит, все объясняю. И нет, мы не ушли немножко от темы Техаса, не беспокойтесь. И получается, что после того, как Венесуэлу очень сильно, мягко говоря, обидели, максимум поставили на колени и просто уничтожили целую страну с ее населением, просто поставили в условия невыживания вообще какого-то, то многие страны уже окончательно поняли, что дальше так жить нельзя. И начали создавать такую внутреннюю коалицию, конечно же, которая не особо была показана вообще наверх, то есть, знаете, такое подковерное немножко сообщество, которое только сейчас начинает показывать, что они на самом деле вместе. То есть кто входит, так обобщенно в это все. Это БРИКС и это страны ОПЕК. Я не скажу, что это все страны ОПЕК там, да, но эти коалиции есть, договорники есть, они все подковерные, где-то они могут играть в игру, допустим, что мы не вместе, нет, мы там против друг друга, но это все будет игрой, и если вам более интересна эта тема, я могу ее рассказать и здесь, но вообще я очень много об этом рассказывала в Телеграме, заходите там, слушайте, очень много про это рассказано, кто эта коалиция, что она из себя представляет и что они сейчас делают. Так вот, насчет Техаса и прочего, я рассказывала также, что Дональд Трамп работал на эту коалицию. Сейчас я не просматривала его и не смотрела, то есть работает он на нее дальше или нет. Как бы он уже начал играть в какие-то свои игры, но то, что я видела, когда он вышел из-под этого всего, что вот эти Ротшильды, Рокфеллеры хотели его перекупить, и как бы его там приглашали, и вроде как обхаживали, это я видела. В итоге, я вижу, что он продолжает своевольничать, но я так вижу, что уже не совсем он прям как был полностью подконтролен вот этим подковерным играм организации, да, во главе с Китаем, все-таки он немножко уже отходит от этого всего и как бы начинает свою игру какую-то играть. Но, тем не менее, он, конечно же, находится в неком сговоре с ними. И не удивляйтесь и не пытайтесь мне сейчас говорить о том, что как же Дональд Трамп, он же ярый противник Китая, он же всегда говорил, что Китай это зло, что Китай несет там смерть Америки или еще что-то, что надо там ввести санкции против Китая, и все. Ребята, можно говорить все что угодно. Дональд Трамп, он, несомненно, мега-супер, пупер вещатель, он очень хороший глашатай, и он, не забывайте, бизнесмен, миллиардер, который просто является собой, потому что он умеет хорошо говорить, хорошо хитрить, решать какие-то большие сделки, совершать и прочее. Хитрость,
умение договариваться, умение там туда-сюда, да, вот эти вот юлить, это все идет у него просто в купе. И вы должны понимать, что этот человек может на камеру говорить одно, делать совершенно другое, в креслах сидеть с третьими и так далее. И он бы не был собой, и он бы не занимал вот этот пост, даже не умея он договариваться. И я также говорила, что когда демократы в свое время обвинили, что там, когда Дональд Трамп занял место президента Америки, что там было стороннее вмешательство, что это Россия была виновата, хотя там не совсем Россия, но неважно, там действительно было вмешательство, и действительно это все происходило. То есть, там по большей степени не российские хакеры, конечно, были, но вмешательство было, была очень большая операция, спецоперация проведена по интернет этому пространству, то есть прочее, для того, чтобы действительно посадить Дональда Трампа на президентский пост. Но это уже другая история. Тем не менее, я могу сказать, что для сегодняшних событий, которые происходят в Америке, то, что происходит с Техасом, то, что происходило с Флоридой все это время, где Десантис просто говорил: да мне там плевать на всех вас, я буду делать, что хочу, и очень многое другое. То есть основу и фундамент этого всего, конечно же, заложил Дональд Трамп во время своего правления. И также не удивляйтесь, то, что у него там что-то получалось. Все-таки там это были подковерные игры, и несмотря на то, что там в Сенате и везде там в Конгрессах их и прочее править продолжали демократы, Дональду Трампу удавалось сделать там законопроекты и все то, что команда, которая пришла с ним, она действительно работала на него. Плюсом также во всяких вот этих конгрессах, сенатах также работают свои люди какие-то и в Пентагоне, и везде. В общем, разведку никто не отменял, все вот эти вот вещи никто не отменял, подковерные игры тоже никто не отменял. Но, безусловно, он заложил огромнейший фундамент к тому, чтобы насрать демократам. И я думаю, что нет, он не рассчитывал на то, что он выиграет второй срок, гонку с Байденом, потому что это было очевидно, что демократы сделают все для того, чтобы выиграть, потому что Трамп действительно закладывал огромную грязную бомбу на правление демократов для того, чтобы им потом не обелиться. И понимаете, то, что они говорили отчасти, то, что то, что у нас сейчас происходит, это последствия правления Дональда Трампа. Не все, но отчасти это было правда, потому что делалось это, опять же, специально. Я не говорю, что делалось специально, чтобы люди хуже там жили как-то или еще что-то, но подгадили им вообще нормальненько так. Для общественности же это выглядело вообще по-другому. Общественность видела, что вау, при Трампе мы жили хорошо, при Байдене у нас тут уже и взлетели цены на бензин, и это взлетело и то, тем более, еще и Трамп начал там, допустим, какие-то финансирования где-то перекрывать, то есть им пришлось забрать все из Афганистана, там забрать, здесь забрать. И, конечно же, вы, наверное, знаете, что Дональд Трамп являлся единственным президентом США, который не развязал ни одной войны. И, естественно, он этим очень сильно подгадил этим демократам тоже, потому что у них все было рассчитано, там, где кто на кого нападает, где что, какие деньги, это все. Это же у них просто бизнес, поставленный на поток. И то, что происходит сейчас, на Украине, это тоже бизнес, поставленный на поток Соединенными Штатами и ничего больше. Они это делали всегда. И здесь, конечно, многие финансовые потоки перекрылись, но то, что Дональд Трамп очень усиленно работал над еще сокращением
черного нелегального бизнеса, который действовал как на территории Соединенных Штатов, так же и на территории других стран, это мы знаем. В том числе вот эта борьба с мигрантами, это прямая борьба с вот тем, чтобы торговля людьми и вот это вот все прервать. Потому что, ребята, реально там, где есть вот такая вот волна людей, которые куда-то бегут, зачем-то переходят, зачем-то куда-то вот быстро стремятся. К сожалению, там очень хорошо отлажен вот этот вот живой бизнес, да. Также мне было очень плохо, когда я видела на тонком, когда после вот начала событий на Украине я видела, сколько людей попали, не туда, куда должны были, которые бежали там в Европу и прочее, и какой там трафик был налажен на вот этой вот суете, это просто жесть, меня до сих пор трясет. И я думаю, что подобный трафик налажен и на границе с США вообще просто напрямую. То, что там этот трафик налажен не просто так, и не просто так этих мигрантов нагоняют, и не просто так, мы знаем, что они промышляют, да, и ритуалами, и всем, это, конечно, жесть, и для этого в том числе это делается. Потому что если пропадет какой-нибудь такой мигрант непонятный, его даже никто искать не будет, потому что у него ни гражданства, ничего, он вообще в стране находится нелегально, и конечно, это человек, которого нет. Вот, но не будем о грустном, поговорим о хорошем. Это время, которое было во многих странах, дало возможность поубавить и почиститься от вот этого вот черного трафика, в том числе Китаю. Я до сих пор помню, что надо записать в Телеграм вот это видео, для чего Китаю он должен быть локдаун, для чего он был у них. Все никак не могу до этого добраться, но скажу так, что этот локдаун, в принципе, они делали для того, чтобы вот этот вот черный трафик где-то подзакрыть, потому что вы, наверное, помните, что когда в Китае был локдаун, там блокировались все счета, банки там замораживали, и было приостановление судов, и много-много чего другого. И нет, это было не из-за того, что они боялись, что коронавирус какой-то там куда-то выплывет. На самом деле в это время они чистили черный сектор экономики, вот как раз-таки вот эту торговлю всяческую, не совсем законную, и многое другое, в том числе замораживание банковских счетов было для этого. Но они все это делали под благовидным предлогом того, что они борются с пандемией и так далее, создавали очень хороший флёр и вид, и попробуй там какой-нибудь Байден или какой-нибудь Макрон, я не знаю, вякни на них, что вы там устроили и так далее. Коронавирус же, вы что, и прочее. То есть сами западные вот эти вот все элиты развезли всю эту возню, и они же, получается, не могли ничего предъявить Китаю, потому что всему миру они об этом рассказали, страшно, надо там что-то делать, а Китай такой бы их обвинил, вы что тут хотите, чтобы мы тут все померли, да, или прочее. В общем, сыграли злую шутку с тем, что они делали. Но это, конечно, никак вообще не обеляет того, что происходило во время этого всего в Китае. То, как люди сидели в домах, то, что там запаивали двери, это просто было ужасно на самом деле, и я ни в коем случае это не обеляю, ни в коем случае не говорю, что они молодцы и прочее. Но помимо этого я хочу, чтобы вы знали еще и обратную сторону всего, что там происходило. Ту самую подковерную, которую никто нигде не расскажет и никто нигде никогда не покажет. Так вот, когда чистился вот этот трафик и прочее, тогда уже были вот эти вот договоренности, и в Телеграме я тоже вам рассказывала, что то, что они начали
На Украине это было вопросом времени, потому что это была первая вспышка. Это все было по договоренности, было не условно, как некоторые говорят, инициатива России. Нет, эта инициатива шла полностью из Китая. Китай является основным ключевым бенефициаром вообще всего вот этого корпуса сопротивления, условно, который есть. То есть все страны БРИКС, все страны ОПЕК и прочее, то, что вот этот сговор вообще живет, работает, что он делает, куда он дышит, где какие шаги он куда совершает, все это идет из Китая, и Китай условно раздает приказы направо, налево и так далее. Вот, это то, что вижу я, и это, скажем так, мое личное мнение. Я на него имею право. Вы можете иметь право на любое мнение, но то, что я вижу на тонком, это то, что я вижу на тонком. И Россия, это была первая вспышка, Россия, Украина, где Россия должна была выступить щитом вообще для всего этого подпольного альянса подковерного, потому что все, что происходит сейчас на Украине, это, к сожалению, моему большому, идет просто создание некой черной дыры, и мы об этом видим прекрасно, что уже вот сколько, для слива просто того, что Запад там изготавливает оружие, сыплет деньгами, все, это просто стало некой черной дырой для истощения ресурсов. Вот, к сожалению, и здесь тоже отыгралось определенное видение мое, когда я говорила о том, что почему они там отходили, почему, что они делали, как бы, да, для чего они там некоторые телодвижения на фронте проявляли. Это я тоже рассказывала в Телеграме, что я видела на тонком, что это как создание некой такой темной комнаты, да, в которую зайдут. То есть и там просто черная дыра, бездонная черная дыра, в которую только вливай. И фронт никуда не двигается, а денег вливают, понимаете? То есть некая вот эта черная дыра. И все это тоже, к сожалению, все эти приказы исходят тоже из Поднебесной. А вот все, что мутится, все вот эти вот стратегии, которые выстраиваются в том числе на линии фронта, все идет из Поднебесной. А вот без нее не пыхтеть, как говорится, не пукнуть. Это чтобы вы тоже знали. Потому что то, что я вижу на тонком, каждое действие этой коалиции, оно взаимосвязано и оно действует. И также я рассказывала, что Израиль-Палестина это была вторая вспышка, да, такая очень яркая, которую они начали проигрывать. И я также сказала, что этих вспышек будет много. Это не первая вспышка и не последняя, что сейчас начнется череда вот таких вот вспышек, то тут, то там, да, вот, которые будут направлены только на одно. То, что за одним зайцем погонишься, может, его и поймаешь, за двумя зайцами погонишься, тут уже большой шанс какого-то одного упустить. А когда у тебя зайцев станет 10, это как попытка усидеть на 10 стульях. То есть, что США с союзниками на 10 стульях усидеть просто не смогут. И все их вот эти вот попытки сдержать как-то что-то, да, просто провалятся. Эта стратегия была продумана очень давно, еще до того, как весь этот план начал реализоваться. Поэтому сейчас мы с вами и видим, то тут, то там взрываются конфликты. Не успела Америка усидеть на стуле Россия, Украина, Израиль, Палестина, как тут же начались проблемы с Йеменом. Йемен начал бомбить израильские суда, которые якобы принадлежат Израилю или идут в Израиль. В общем, там и российские тоже уже танкеры с нефтью страдают, и все идет в расход, и тоже той же самой Америки, Великобритании и всем остальным пришлось там что-то там делать, и то оно как бы
ну, пока что никуда не движется. Потому что, по-моему, как Йемен стрелял, так и стреляет. То есть это должно быть прямое столкновение с хуситами для того, чтобы что-то там сдвинуть с мертвой точки. Но не успели они там побежать к хуситам, что-то там делать, как тут же восстал у нас Техас и сказал: да знаете, да пошли вы нахрен, федеральное правительство, мы будем делать, что мы хотим. А дальше, значит, Флорида поддержала, еще другие штаты поддержали, и, в общем, началась такая вот штука предвыборной гонки. Тут еще и Трамп, который активно там лозунгами сыпет, да, как из рога изобилия. И, конечно же, Дональду Трампу будет где-то на руку также с этим всем подковерным делом иметь дело, вот, потому что ему очень сильно хочется тоже занять президентское кресло, и он может с ними работать, и как бы здесь он будет играть на себя, конечно же, да, на свою руку, но тем не менее с ними заодно, и это, конечно же, будет очень такая большая сила, с которой Байдену будет очень сложно справиться, да не только Байдену, а всем демократам в принципе. И да, я вижу Трампа в Китае и за переговорным столом. Это не значит, что он физически летал в Китай или что-то подобное было, но он либо по телефону, либо как-то связывался с этим Китаем и, да, держит определенную связь, очень-очень плотную связь с высшими чинами Компартии. Это, опять же, оговорюсь, мое личное мнение, то, что я вижу на тонком, я могу видеть, думать там и так далее, все что угодно. Я вообще не люблю, если честно, вот эти политические штуки все на Ютубе разбирать, потому что я знаю, что Ютуб слышит, смотрит все и так далее. Вот, но тем не менее, решила с вами поделиться. То есть это то, что вижу я. И то, что вспышки будут продолжаться, и это не последняя вспышка, это я вижу тоже четко. Также Китай чуть ли не день через день угрожает, что он вот-вот сейчас начнет еще и в Тайване там что-то кого-то, да, вот свою там повестку опять продвигать, то есть они так держат Америку в напряжении по этому поводу, хотя я не вижу, опять же, что прямое какое-то вооружение или вооруженные конфликты там будут применены к Тайваню, но оговорюсь сразу, что Пекин на крайний случай, но он готов даже на это пойти. А крайний случай почему? Потому что они действительно считают жителей Тайваня жителями своего государства, то есть для них защита этой территории, она на первостепенном месте, и они не собираются, то есть получается захватывать это все военным путем, они хотят тихо, мирно, как они любят, это все присвоить. Но на худой конец, на, знаете, такой крайний случай, они готовы и этот козырь бросить для того, чтобы добиться своих интересов и своего первенства, своей лидирующей позиции в мире. Хотя я сейчас уже, знаете, не совсем вижу, что они прям имперское какое-то вот такое вот значение хотят, но у них первоочередная вот прям вот сильная злоба вот это вот идет именно вот этого дракона, и это даже не злоба, это вот затаившаяся вот такая вот тихая месть, то есть вот отомстить, вот просто уничтожить, да, от того, кто в свое время этого дракона поработил, кто заставил его быть униженным, да, вот который растоптал этого дракона. Дракон все помнит, и дракон хочет вот просто вот стереть с лица земли тех, кто его угнетал. Это не значит, что этих стран не будет существовать или еще что-то. Это значит, что их просто хотят как бы с трона-то немножко скинуть и затереть тех людей, которые там были и которые именно нанесли ущерб. То есть все-таки что Китай, что другие страны, они разделяют немножко понимание люди и правительства. То есть для них это разные вещи. Чего не скажешь, конечно же, о Соединенных Штатах, Великобритании и прочих. И как
я уже говорю, Венесуэла тому явное подтверждение вообще. Да и не только Венесуэла, Северная Корея и многие другие страны. Итак, подводя какие-то итоги, станет ли Техас отдельным государством? Ну, пока я этого не вижу, потому что я вижу, что он очень сильно нужен, прям катастрофически необходим в том самом противостоянии, которое сейчас собираются устроить в Америке, вот в этой внутренней возне, и Техас это будет как, знаете, такой первый человек с флагом, который будет им стоять и махать очень активно. То есть у них нет таких задач, может быть, какие-то поползновения в сторону того, что давайте проведем референдум, давайте там отделимся, давайте что-то такое, они, скорее всего, будут, но это больше будут для того, чтобы просто создать некий такой флёр. А на самом деле Техас, он пока очень сильно нужен, как такой, знаете, первопроходец, как человек вдохновляющий, да, кого-то, то есть такой рупор условно неповиновения. Если мы рассмотрим Техас в роли какого-то человека или что-то такое, ну, то есть обобщим, да, вот как бы это как некое явление там и прочее, то Техас — это тот самый первый революционер, который говорит там долой, значит, власть, там, я не знаю, царская, там, вот этой вот всей вашингтонской, белодонской власти демократов, и давайте, значит, свергнем это все, ну, не так, конечно, не свергнем, но типа, сколько можно терпеть их и так далее, вот смотрите, до чего там довели они там уже и так далее. В общем, пока что роль Техаса примерно вот такая. Как будет дальше, посмотрим, потому что планы, они будут подстраиваться, перестраиваться все равно под то, как будут реагировать те же самые демократы на это все, но у них уже идет ну нет, не идет некая растерянность, потому что они сейчас сидят на попе ровно и, как я вижу, особо даже не чешутся, то есть для них это, ну типа, милые бронятся, только тешатся, ну пускай поорут и успокоятся, ну что-то типа того они пока думают. И, кстати, зазря, потому что чем ты вот типа вот так же безалаберно относишься к этому, типа, ой, да что там, типа, ой, да, обесцениваешь вот эту угрозу, которая есть, тем больше оно сможет тебе потом аукнуться, то есть потому что я вижу, что их восприятие того, что происходит в Техасе, и то, как является реальностью, вот то, что там происходит, это просто разные понятия, то есть они реально там не видят реальности такой, какая она есть, и они, скажем так, недооценивают ту ситуацию, которая сейчас приходит в Техасе, точнее, они вообще даже ее, ну, типа, не видят как угрозу, типа, ой, что-то там муравьи копошатся, а на самом деле в этот момент там очень-очень большая сила собирается какая-то, то есть на которую бы стоило обратить внимание, но вряд ли они это сделают, потому что у них какое-то, знаете, иррациональное вообще восприятие себя, реальности, происходящего вообще. Они такое ощущение живут в каком-то мороке, где они чувствуют, что они типа всемогущие, а весь мир почему-то должен под них подстроиться. То есть у них вообще нет связи с реальностью никакой. И здесь мне кажется, что связано это напрямую с их вот этой религией великой, что они настолько привыкли на нее опираться и настолько привыкли, что она может сотворить для них все что угодно, что они просто уповают на эту свою религию и думают, что сейчас они пойдут, махнут волшебной палочкой где-нибудь в богемской роще, и все у них получится. Но здесь, конечно, их будет ожидать большой облом, потому что именно это будет их ключевой ошибкой. Ну вот такие вот дела, ребята.
Будем наблюдать дальше, потому что чем дальше, тем больше будут разгораться страсти, в том числе вокруг Техаса. Я думаю, что сейчас в Америке начнется прям шоу-фейерверки с песнями, плясками. Вот Дональд Трамп там будет самый первый, мы еще очень много увидим того, как он будет это все разжигать, как он будет людям это все вот переворачивать, показывать, как он будет вот просто это все использовать, будет настраивать все, ну, в общем, он будет играть на 5 с плюсом, на 10 с плюсом, на все вообще, на население и прочее. И он очень харизматичный оратор, в принципе, за что его в свое время и выбрали, то, что он очень хорошо умеет убеждать, ну, я говорю, это бизнесмен, очень хитрый, очень умный, очень умеющий красиво говорить, и, естественно, он сейчас начнет заряжать массы, в Америке будет интересно. А во время того, пока вот в Америке будет интересно, в других странах будут потихоньку под эту песню, пока будут отвлекаться на Америку и происходящее в ней, мутиться какие-то опять подковерные дела. То есть, знаете, это такой отвлекающий маневр, смотрите, все внимание туда, да, вот что там происходит, а в это время где-то там потихонечку, помаленечку во многих странах, причем эти страны это Африка и страны Азии будут что-то там, короче, крутить, вертеть. Ну, мне образами идет, что что-то там будут какие-то веревки плести или что-то, какие-то нитки завязывать. Ну, в общем, что-то там будут вязать, навязывать, что тоже в свое время себя покажет. Ну, а пока что на этом все. Я надеюсь, эта информация была для вас полезна. Если вы хотите узнать больше, то можете зайти на мой Telegram, послушать там те подкасты, которые я уже выставляла. Их можно посмотреть во вкладке канала «Музыка». Там будут все голосовые с подкастами, которые я выставляла. Ну, а также подписаться на телеграм-канал и остаться там со мной для того, чтобы быть в курсе каких-то других событий, которые у меня происходят, каких-то новых подкастов и прочее. А на этом у меня на сегодня все. Всех вас люблю, обнимаю. Ваша Надежда Солнечная.